Здравствуйте, уважаемые слушатели! Это разговоры у камина об истории и современности. Со мной сегодня будет Панди. Это племянница Жуй-Жуя, многим известного. И она сегодня со мной не случайно. Мы продолжаем цикл передач, посвященных романам из жанра альтернативная история. А сегодня мы будем говорить о книгах, очень популярных в начале 2000-х годов. Первая книжка вышла в 2000-м, последняя в 2005-м. Это цикл «Евразийская симфония. Плохих людей нет», на обложке которых автором значится некто Хольм ван Зайчик. Известно, что под этим псевдонимом выступают два ученых-китаиста, востоковеда и одновременно писателя Вячеслав Рыбаков и Игорь Алимов. Надо сразу отметить, что востоковедение в системе советской и российской исторической науки всегда занимало особое место. Если в целом в Советском Союзе историческая наука рассматривалась, историческое знание, как часть идеологической машины, поэтому от историков требовали прежде всего верности идеологическим постулатам, историческому диалектическому материализму, и мало внимания обращали на их профессиональную подготовку в базовых исторических дисциплинах, в том числе в древних языках, в европейских языках. И только от добросовестности самого историка зависело, станет ли он настоящим гуманитарным интеллектуалом или нет, то в востоковедении сохранилась и старая школа, да и сама специализация требует изучения восточных языков, занятия трудного, кропотливого, требующего погружения в восточную культуру. И поэтому ведущие центры востоковедения, Институт востоковедения Академии наук, Институт стран Азии и Африки в составе Московского университета, Институт восточных рукописей в составе Академии наук Санкт-Петербургского отделения сохраняли репутацию высоких научных школ. То есть своего рода востоковедение – это знак качества. И сюжет Евразийской симфонии, цикла детективных, таких фантастических детективных романов, он описывает мир, который сами авторы назвали «Цветущая Ордусь». И альтернативой здесь является следующее. Великая Монгольская империя, покорившая большую часть Евразии, в том числе русские княжества, Китай, Персию, проникшая на Ближний Восток, вторгшаяся в Европу, не распалась при внуках Чингисхана, как это было в нашей реальности, а сохранилась как некое огромное, единое евразийское образование и продолжает существовать до настоящего времени. Действие книг происходит в альтернативной современности и описывается мир именно победившей Орды. И поэтому эти книги можно рассматривать как утопию и в то же время как антиутопию, от чего уберег Господь. Да, потому что мир этот во многом востоказирован, мир этот китаизирован, и это делает его, кстати, очень живым, потому что обычно, когда авторы романов пишут именно художественное произведение в жанре альтернативная история, то у них, с одной стороны, есть преимущество. Можно писать, придумывая на ходу то, что там могло быть, а с другой стороны, есть определенная засада, потому что альтернативный ход истории подразумевает и альтернативное развитие культуры, в том числе культуры быта. И мы на следующих передачах будем разбирать произведения, в которых авторы в эту ловушку попадают, и в которых вроде читаешь об альтернативной Византии, а видишь Советский Союз 80-х годов. Читаешь об альтернативной Российской империи, а видишь тот же Советский Союз в ту же эпоху. Здесь автор, используя китайский и восточный колорит, создают эту альтернативную бытовую реальность. В ней содержится огромное количество отсылок к реальной истории. И в этом плане роман идет по пути, напоминающим путешествие Гулливера Джонатана Свифта. Очень многие актуальные события нашей истории перенесены туда в сатирическом и гротесковом виде, как такие элементы сатиры. Это, с одной стороны, делало романы очень популярными, когда они выходили. С другой стороны, это несколько негативно сказалось на их последующей судьбе, потому что, скажем, современному читателю, который родился в те годы, когда они выходили, многое из того, что там написано, непонятно.
он половину шуток уже не понимает. Он не понимает многих отсылок именно к той современности. В то же время все-таки романы очень живые, с насыщенным, очень живым миром. И мир этот весьма своеобразный. В тот момент, когда эти романы выходили, критики, захлебываясь от восторга, писали, какой идеальный мир начертили авторы. Многие, мол, хотели бы купить билет в Орду, желательно в один конец. Но если присмотреться, то мы видим, что мир, победивший орды Китая, он, конечно, отнюдь не такой мир, это отнюдь не идеальный мир, это отнюдь не, так сказать, такой некий идеал, в котором хочется жить. Это не какой-нибудь мир полудня Стругацких. Это мир очень жестко регламентированный, мир, в котором религия, в котором обычаи сохраняются лишь как дань внешнему колориту. Один из главных героев православный, что не мешает ему быть многоженцем. Причем это подается не как какая-то проблема, дилемма, как добродетель. Да, герои вообще, несмотря на многочисленное присутствие религиозных артефактов в романе, не задумываются над вопросами религии. Религию они воспринимают как такую этическую систему. И здесь нет разницы, кому пойдет герой, к конфуцианскому жрецу, мудрецу, буддийскому монаху или к православному священнику. Потому что, так сказать, для них это все это духовные люди. И разницы между ними особой нет. Я подчеркиваю, это особенность этого мира. Мир, где все перемешано, как в винегрете, где нет ни одного нормального имени, где, конечно, это дань такой гротесковости романа, сатирической составляющей, потому что имена со смыслами. Но, с другой стороны, это еще и показатель качества этого мира, потому что в нем нормальных людей нет. Вот там плохих людей нет, и нормальных там тоже нет. К недостаткам этой серии романов, пожалуй, можно отнести два момента. Второй роман цикла «Дело незалежных дервишей» посвящен проблеме отделения Украины от России. И авторы подают этот сложнейший исторический процесс как, коротко организованную такую информационную спецоперацию иностранных спецслужб. Мол, злодеи смутили умы украинского народа, и отсюда начинается сепаратизм, отсюда начинается разделение между Россией и Украиной. Это свойственно распространенным тогда, в начале 2000-х годов, представлением российского массового сознания о том, что никаких украинцев нет, а есть только порченные мукой и чародейством русские. Этот взгляд сильно упрощал проблему и очень сильно и негативно влиял на политику России в отношении Украины. И многие перспективные возможности, изменения украинской ситуации в пользу России, или в пользу добрососедских отношений с Россией, или в пользу превращения Украины в союзника России, были испорчены именно этим взглядом на, украинскую проблему как надуманную. Сейчас не буду вдаваться в исторические корни украинской проблемы, отметим лишь, что они гораздо глубже, чем это выглядит в романе, и гораздо глубже, чем это было распространено представление в российском обществе, что эта проблема требовала гораздо более аккуратного, вдумчивого решения. Вторая интересная проблема возникает в третьей книге, цикла «Дело о полку Игореве», и она очень интересно характеризует мир Ордуси. Дело в том, что в этой книге фигурирует артефакт, который появился до точки альтернативы. То есть из этой книги мы узнаем, что в Ордусе, этом альтернативной Ордусе, существует слово о полку Игореве как такая мажорная песня, посвященная свадьбе князя Игоря Святославича с
так сказать, представителями половецкого ханства. Такой брачный союз Руси и степи. И в то же время, то есть можно было предположить, что это альтернативная реальность, что, ну, в конце концов, возможно, точка разделения альтернатив в этом мире произошла несколько раньше, там действительно было такое произведение. Но беда в том, что один из героев находит подлинное слово о полку Игореве, которое описывает именно русско-половецкую войну, сражение, бой и так далее. И мы видим, что мир Ордуси – это мир, который себя обманывает, в котором подлинные артефакты эпохи, не вписывающиеся в господствующую идеологию, он просто уничтожен. Где-то хранится как некое тайное знание, причем как тайное знание он хранится людьми, которые, в общем-то, выставлены как негативные люди, как те, кто являются врагами этого мира Ордуси. Это, кстати, еще один из аргументов, чтобы рассматривать Ордусь не как утопию, а как антиутопию. Если, значит, что важно отметить, что эти романы были признаны официальной литературой. Вот надо отметить, что у нас в России сохраняется с некоторыми модификациями советская модель, когда отдельные авторы или отдельные произведения признаются официальными, выходят в больших издательствах, их замечает критика. И вот строго как в СССР, но разница в том, что сейчас можно быть писателем без признания, издавать книги за свой счет или, так сказать, вне поля зрения критики. Эти книги могут быть очень талантливые, очень интересные, но они не являются признанными. И вот эти романы были признаны. Изначально было задумано 9 романов, 3 дзюани, так называемые. Вышла первая, вторая, и первая книга третья, после некоторого перерыва. Это книга «Повесть непогашенной луны». И вот после этого что-то оборвалось. И высказывались многие версии, почему романы перестали выходить. Возможно, сказывалось изменение атмосферы в стране, и какие-то творческие, может быть, кризисы у авторов, возможно, какие-то отношения между ними, может, писать совместно всегда сложно. Вот. Но может быть еще одно, что утопия, которую они писали именно как, может быть, утопию, не слишком ярко проступили черты антиутопии. И последний роман, последние 2 романа, пожалуй, из этой серии, они выдержаны не в такой веселой, мажорной тональности, как начиналась эта серия, а в тональности минорной. И читая их, читатель начинает не то чтобы сопереживать героям, но начинает как бы вот так немного ужасаться, а что еще будет. И вполне возможно, что логика повествования привела бы к тому, что вот этот чудесный мир Ордуси, описанный авторами, он бы погиб в следующих произведениях. И авторы, конечно, не хотели описывать гибель своего мира, поэтому не написали. Но подчеркиваю, это лишь мои предположения. Вот Панди, так сказать, со мной, может быть, согласен. Вот. Если говорить о языке романа, то они написаны очень здорово. Это очень качественная литература. Авторы признаны как авторы научных монографий, как авторы многочисленных художественных произведений. Мастерства литературного им не занимать. Это хорошие книги, добротно, литературно, хорошо написанные. Очень неплохо проработанные с точки зрения материального мира. Этот мир по-своему логичен. Очень интересен язык. Он состоит не только из многочисленных заимствований, из восточных языков, не только многочисленных искажений, но это интересная попытка поиграть с русским языком в альтернативной реальности. Это на самом деле то, что авторы многих романов из жанра альтернативной истории забывают. Потому что мы понимаем, что случайно возникают не только исторические события, но и слова. Да, и что скажем, слово «самолет», которое в русском языке родилось в начале 19 века и обозначало «паром», совершенно не обязательно было приложено к летательному аппарату. И авторы здесь используют термин «воздухолет».
Это интересная игра, показывающая глубину проработки этого мира. И вообще, вот если брать современные альтернативные исторические романы, то мир Ван Зайчика, пожалуй, наиболее проработан. Конечно, тут играет немалую роль то, что авторы широко используют китайский материал, но и то, что авторы, так сказать, именно уделили этому немалое внимание. Это редкость в наше время, поэтому тоже стоит обратить внимание на эту вещь. А что еще интересно? В одном из современных фантастических романов появляется персонаж, не относящийся к этой серии, появляется персонаж, который в детстве вроде как зачитывался книжками Ван Зайчика. Но вот мне кажется, что это очень книжка фантастическая и персонаж фантастический, потому что крайне маловероятно, что эти книги останутся в истории литературы. Ван Зайчик, без сомнения, стал явлением. Ван Зайчик, несомненно, оказал огромное влияние на альтернативный исторический жанр. Значит, в начале 2000-х годов оказал влияние и на литературу. Образы из Ван Зайчика можно проследить и в других произведениях. Но само произведение было все-таки очень и очень привязано к текущей реальности. И поэтому вряд ли мальчишки 2020-х будут его читать. Вряд ли будут читать, хотя здесь опять-таки есть одна интересная черта, что в современном мире, как мы знаем, усиливается влияние Китая. И если в русской литературе немало появляется вот такой пакетной литературы, такой литературы вот примитивного толка, появляется немало произведений про, ну сейчас меньше, но вот раньше было много, про оккупацию России победившим НАТО, про Хаммера в Химках, и про мир, который наступит в случае торжества глобальной гегемонии Запада. Собственно говоря, такой роман есть и у одного из авторов Ван Зайчика, Вячеслава Рыбакова, «На будущий год в Москве». Вот, то ведь немалую угрозу представляет сейчас и развитие Китая. А каким будет мир, если в нем в глобальном противостоянии вдруг победит Китай? Ну, вдруг такое случится. И, пожалуй, здесь Ван Зайчик будет одним из наиболее... Ван Зайчик представляет одну из первых попыток в русской литературе изобразить мир победившего Китая, который навязывает миру свое видение проблем, свою волю. И, возможно, в этом качестве романы будут иметь и продолжение, и развитие. Но в целом это интереснейшее произведение, написанное очень талантливыми авторами как с научной точки зрения, так и с культурной, и с литературной, содержащее множество отсылок и к текущей реальности, и к русской культуре, и в большей еще степени к советской культуре, и советскому обществу 70-80-х годов, но именно отсылок, а не переносах реалий в альтернативную реальность, а содержащая тщательно продуманный мир альтернативной реальности. И в этом плане, конечно, это одно из самых значительных произведений в этом жанре, на которое стоит обратить внимание. И вот если Элина Росси – это альтернативный мир, которого никогда не было и которого, наверное, никогда не может быть, Ван Зайчик – это тщательно проработанный альтернативный мир, который очень тщательно описан, то вот в следующих наших выпусках мы попробуем поговорить о романах, авторы которых при интересном альтернативно-историческом взгляде с задачей проработать альтернативного мира, на мой взгляд, не справились. Но об этом в следующий раз. А мы с Панди прощаемся с вами. Спасибо за внимание.